Приветствую, друзья! С вами дядюшка Лис. Продолжаем мы с вами играть в игру LA Noire. В прошлой серии мы с вами окончили наше первое дело, такое вступительное. И сейчас у нас на повестке дня еще одно. У нас на повестке дня ограбление, наверное, не знаю, в общем, ограбление чего. Но преступники еще на месте, и наша задача их поймать. Поэтому давайте вперед. У нас погоня на очереди. Сирены воют. Так, главное сейчас поворот не прозевать, что я очень люблю. Можем ли мы сюда повернуть? Можем, конечно. Ах ты, елки. Аккуратненько. Слушайте, я вообще куда-то не туда заехал. Обманул сам себя, да? Но я так смотрю, флажок не движется, то есть без нас никто никуда не уедет, да? Да, без нас никто ничего не сделал. Сберегательный банк. Хорошо. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы достать оружие из багажника. Что делать? Удерживайте левый контрол. Текс. Что-то я мажу. Вот у нас. Ну, понятно, А и Д, чтобы передвигаться. Я не знаю, можем ли мы поближе подойти как-то? Нифига, я бы на самом деле подошел с этой стороны. Ну так как-то, по-моему, поинтереснее, да? Ага, ну я понял, да. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Если он не намеревается, да, сдаваться. Ну ладно, хрен с тобой. Еще один там есть, да? Давай, покажись. Есть еще один на втором этаже, да? Ну не знаю, с такого расстояния из дробовика. Должно быть все чисто. Может, убедимся в этом? It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Ага, то есть это было наше второе дело, да? Ну ладно. Это воспоминания армейские еще одни. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Амбициозный товарищ у нас попался, да? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a
fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Да ладно, вот так вот, да? Так, ну как бежать-то мы уже знаем, мы с вами бегали. Что делать-то? Может быть ему что-то крикнуть, не? Ну там... Стоять, полиция там! Руки на землю! Блин, ты чё вообще стреляешь? Я же тут... Блин, мог бы уже за ногу схватить, я там не знаю как-то. Какой у нас... Шустер попался. Ах ты гад. Вообще, черепашки-ниндзя, блин. Чё нажимать? Чё нажимать? А, блин, любят они поболтать. Вот они даже во время бега болтают. Да ладно, не верю. Ну, конечно. Ну, давай, пообщаемся. Да я знаю, пробел, чтобы блокировать удары, все дела. Главное, не давать ему делать эти удары, и тогда блокировать не придется. Все. Parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Да уж, это точно. Такой не слабый забег был. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Покупатель, будь осторожен. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Стрельба какая-то, да? LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Обыскать место преступления. Может быть, мы тело пока осмотрим? Daylight. Crowded street. I've seen everything.
Смотрите голову и руки жертвы. Ну, давайте начнем с рук. Используйте кнопки, чтобы вращать. Ну, я не вижу пока ничего. Давайте осмотрим голову. А что на левой руке? Колец нет, часов тоже. В карманах может быть что-то. Какой-то банк Аркадии, Уэстлейк, имя Галлет, адрес Соут Бродвей, серьги с жемчугом, товар. Цена 52,50, всего 52,50. Произведены выплаты. Номер квитанции, сумма, баланс, получатель. Квитанция на зарегистрированный товар. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Квитанция зарегистрирована на номер 01-786. Если стоимость товара... Блин, не успел прочитать. Угу. Если стоимость товара будет полностью оплачена по такое-то число включительно, товар будет выставлен на продажу. Окей. Зачем ты его вернул? Ну ладно. Так, и чего-то еще тут лежало. Вот это что такое блестит? Гильзы, да? 32 калибр. Стоп, давай еще раз осмотрим. Подожди, не торопись. Ничего не видно. Хорошо. Давайте посмотрим само место преступления. Can I help you, sir? Don't you people have anything better to do? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Ага. Фигуранты дела. Кловис Галета. Ну ладно. Глаза темно-карие, возраст 27, волосы каштановые, продавщица обувного магазина, свидетель убийства Эверетта Гейджа. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Если вам кажется, что свидетель лжет, вы можете это доказать. Выберите ложь, чтобы обвинить свидетельство во лжи. Нажмите 3, чтобы обвинить свидетеля во лжи. Ну, давайте. Я, правда, не уверен, что она... Хотя, да, вот она как-то подозрительно. У нее глаза бегают. Да, ну давайте 3. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ну да, как мы можем? Выберите в блокноте доказательство, которое опровергает слова. Выберите в качестве доказательств квитанции на зарегистрированный товар. Квитанция на товар. Your pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying.
and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Используйте клавиши, чтобы, WS, чтобы выбрать вопросы. Возможные подозреваемые в убийстве. Кого подозреваете? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Если вам кажется, что свидетель врет, нажмите 2, чтобы оценить заявление как сомнительное. Сомнение. Ну давайте нажмем. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Религиозный мотив. Подробности убийства. Давайте How расспросим. many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Если вам кажется, что свидетель говорит правду, выберите истину. Нажмите 1. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Ну да, мы, кажется, 5 гильз нашли там. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Да, и мы с вами получили уже 1 балл интуиции, который будет нам помогать в расследованиях. Замеченные улики наносятся на карту, чтобы их было легче найти. Давайте посмотрим, что тут есть еще. Может быть, вот эту? It would take a smarter man than me to connect that. Не все объекты имеют отношение к расследованию. То есть можно, в принципе, и просто так осмотром заниматься, да? Может быть, тут что-то есть? Не можем туда войти, да? А тут что у нас? Журналы, ничего интересного. Вот какой-то журнал еще. Интересно, что там? Обычный хлам. Ну как скажешь. Давайте за стойкой посмотрим. Так, ну вроде бы тут-то больше ничего и нет. Давайте в блокнот заглянем, что у нас там вообще есть.
Подозреваемый Эверест Гейдж. Владелец обувного магазина, убитый. Так, хорошо. Кто такой Эдгар Кэллоу? Владелец ювелирного магазина и подозреваемый в убийстве. Я понял. Так, а что еще мы можем? Нам нужно осмотреться тут. В принципе, поподробнее. Может быть, мы что-то пропустили. А, вот еще что-то. Нет, ничего. Тут вроде бы все осмотрели. Сюда мы войти не можем. Может быть, здесь тоже ничего. А тут... Да, ну мы все осмотрели. Тут больше нет ничего. Может, мы с тобой можем поговорить, друг? Ну, ничего нового на самом деле. Все, что мы могли, мы нашли уже. Гильзы мы нашли. А, точно, он выкинул уже пистолет в мусорный бак. Номер. Браунинг FN. Серийный номер. Возможно, придется в магазине. Опять проверить в магазине, да? We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Посмотреть ювелирный магазин. Ну, поехали. Так, ювелирный магазин или оружейный? Давайте в оружейный сначала заедем. Потому что мало ли чего мы там найдем-то на самом деле. Оружейный магазин. А это ювелирный магазин. Но это буквально вот рядом. Нам надо развернуться, проехать пару кварталов. И, собственно, все. Разворачиваемся. Ага, то есть если мы будем неаккуратно ездить и каким-то образом повредим прохожих, то это будет негативно сказываться на всем расследовании. Ну, в общем-то, ничего удивительного в этом нету. Прошу прощения, отвлекся на пару минут буквально. Давайте доедем уже в конце концов до места. Ну, да, доедем по-нормальному. Надо что-то делать с моим вождением, с моей манерой вождения. Так, как-то вроде тут все рядом, но как-то вот не рядом, да? Аккуратненько, так чтобы вписаться везде. Ну вот он, собственно, и оружейный магазин. Неприятно. Ну, простите. Так, а где оружейный-то? Не пойму. А, вот он. Оружейный магазин Иглсона. 2:36 вечера. Ну, пойдемте. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure.
What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ну, то есть уже не зря мы приехали. У нас есть свидетель, который видел, ну, собственно, может подтвердить, что это оружие его. И можно его арестовывать, в принципе-то, по большому счету. Так, а куда мы едем-то? Улики, места. Ювелирный магазин. Поехали. Так, ну, на самом деле арестовывать-то мы его будем уже в следующий раз. А на этом на сегодня закончим. И с вами был дядюшка Лис. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам было интересно. И до новых встреч. Пока.